Привет всем, добро пожаловать на мой канал, и мы с вами продолжаем проходить Resident Evil 4 в VR. И во время этой записи этой серии произошла такая маленькая неприятность, совсем маленькая, но максимально неприятная, это то, что опять не записался звук микрофона. То, что вы сейчас слышите, это мой голос, записанный уже после того, как была записана сама серия и наложенный сверху. Вот. Это вызвало особенность записи на сам квест, которая в любой момент может тебя настигнуть. Не знаю, во всяком случае, у меня это работает так. Может, у других людей все нормально, а вот у меня, во всяком случае, так, что когда ты пишешь на саму, как бы, ну, самой родной программой записи экрана Quest 3, у тебя в любой рандомный момент, ну, не то, что рандомный момент, именно в рандомный момент старта при каждой новой записи видео, вот, в любой момент может не записаться микрофон. Вот там каждый раз перед началом записи у тебя вылазит окошко, где гарнитура спрашивает у тебя, хочешь ли ты, собственно, записывать свой голос через микрофон гарнитуры. И я, естественно, всегда ставлю эту галочку на да, я это проверяю по 10 раз и нажимаю ОК. Но, что бы ты ни делал, в какой-то любой рандомный момент, гарнитура может перестать писать микрофон, и чтобы она опять ее начала писать, когда ты ее перезагружаешь. Вот, собственно, этот момент можно прошляпить всегда. То есть я включил гарнитуру, тестовое видео включил, записал, проверил, о, звук пишется. Второй раз включаю писать, уже записываю серию, потом прослушаю, а голос все это время, оказывается, не писался. Вот, собственно, как произошло в этот раз. Поэтому он будет наложен сверху. Я, конечно, не буду переозвучивать всю серию и вообще не стараюсь говорить то, что я говорил в этот момент на видео. Вот. Я чисто как бы вам объясню ситуацию вот изначально, почему здесь отсутствует нормальная озвучка серии, так сказать, от меня, а во-вторых, почему не было какое-то количество дней видео и что, собственно, произошло. Вот. У меня есть определенные обстоятельства в жизни, из-за которых я могу очень нестабильно писать видео, но сейчас все связано не с ними. Все связано с техническим вопросом самого Quest 3. После очередного обновления прошивки, вот сейчас вы видите решетку, вот что вокруг меня появляется. Раньше ее не было, вот сейчас вы на экране ее можете видеть. Вот. А раньше вы могли видеть только там мой диван, там стол, ну и там круг безопасности снизу там появлялся. И как бы, то есть диван, стол, стены, когда я к ним приближался. А что же произошло? После очередного обновления случилось следующее. Все было хорошо, все было отлично. Я записал очередную серию Half-Life. После чего гарнитура как бы была включена обратно. И что я обнаружил? А что стены и мебель перестали показываться от слова совсем. И даже хоть ты удаляешь новые там все эти настройки, удаляешь все записи о сканировании, пересканируешь комнату по новой, комната сканируется. Комната, кстати, после обновления, видать, сканируется еще лучше, чем раньше. Потому что раньше, как бы, стены и сама, как бы, геометрия комнаты определялась самым шлемом, но стол, стулья, экраны, шкаф я обчерчивал сам. В этот раз квест сам определяет. И все столы, стулья, диваны, краны, стены, все, что можно. И вы даже можете очень удобно регулировать это вдруг, если он там не совсем правильно определил, там, как минимум, высоту и ширину, да, по-моему? Ну да, высоту и ширину. То есть, ну, в принципе, нормально можно регулировать. Или только высоту, не помню. Ну, то есть, раньше этого делать нельзя, вроде бы. И все замечательно, прям ничего самому не надо вводить, он все сам видит, все понимает. Но, как бы, момент в том, что, как бы, когда ты нажимаешь ОК и все сохраняется, дальше, во время игр, во время пользования, этот момент не работает от слова совсем. Ты можешь видеть только безопасную зону у тебя под ногами, ну, такую круглую, как вы видели у меня до этого. Это, как бы, это зона безопасности для игр без перемещения. Ну, в моей маленькой комнате я в основном использую ее, потому что мне этого достаточно, чтобы как-то стоя перемещаться в этом кругу немножко, и, собственно, для моих размеров комнатки это нормально. Вот, но теперь, когда этого всего не видно, я очень опасаюсь втрамбовать с кулака в стену, разбить что-то, сломать. И вот эту серию сейчас, что вы видите, я из-за того, что мне возможно как бы на шлеме писать, мне не нужно находиться рядом с ПК,
Вот, и я могу писать где угодно, и поэтому я записываю эту серию в гостинице, где у меня... Фу, в гостинице. В гостиной. В гостинице. Да, снимать отдельную комнату в гостинице, чтобы записать видеосерию на YouTube, это, конечно, было слишком. Вот, я в гостиной, и там у меня место поболее, но там нет ПК. Но, собственно, из-за того, что на квесте он, ну, для резика 4-го, он, собственно, и не нужен, потому что мы играем на самом шлеме. Я, соответственно, могу там как-то играть. Я, конечно, могу еще тарабанить туда роутер, подкинуть его длинным интернет-кабелем и попробовать по беспроводу там еще поиграть Half-Life, но опять же, это будет разрешить для меня, графика явно хуже и, возможно, для вас, наверное. Ну, или, во всяком случае, у меня явно битрейт на шлеме будет гораздо ниже. И как там разрешить, короче, это проблематичный вопрос. Там надо будет понижать, я думаю, разрешение или что-то еще, что там написалось. Вот. Но и это как бы не дает, вы понимаете, эта вот решетка, которую вы видите, это, в принципе, как бы система безопасности, которая была на квесте 2. И я раньше так играл, когда у меня был квест 2. Но после того, как у тебя появился квест 3, и вот как бы система безопасности намного продвинутее, и ты именно четко прям, ну вот где стены, там, мебель, предметы, во время игры и пользования это гораздо удобнее и гораздо вот безопаснее. С этой сеткой даже на кухне я сегодня чуть раз хорошенько так не приложился рукой об угол стены. Что не было бы хорошо. Вот, слава богу, этого не случилось. И, собственно, вот такая вот у меня проблема. И, знаете, я так побежал сразу в интернет, гуглить там все. Думаю, ну сейчас что-то, наверное, у кого-то что-то было. Вот это после обновления это случилось. Сейчас я зайду, а там уже куча таких же, как я, плачущих, страдающих людей. Почините нашу игрушку. Но нет, как оказалось, есть я. И 2 недели назад на форуме поддержки обращался с такой же проблемой еще один человек. Вот. И как бы ему ничем не помогли. И мне, я уже там переписываюсь непосредственно с метой, с поддержкой. Там, но как бы все сводится к тому, все советы, что они не смогли дать. Я это все, в принципе, делал для них. Вот эти все там стирания там... Ну, короче, пересканирование комнаты, стирание там памяти о прошлых сканированиях, собственно, hard reset самого шлема делал, ну, там через приложение на телефоне, не физически, через кнопки, как на телефоне, как еще там мне как вариант прилагают. Это единственное, что я попробую потом использовать. Вот, и, собственно, из-за этого, из-за того, что я делал hard reset, вы там можете видеть, что у меня в инвентаре вещи не совсем те и не так, которые как были в прошлых сериях. Это все потому, что я игру перепроходил заново, потому что все сейвы, все нахер потерлось. Вот, как-то так у меня с этими хард-ресетами получилось, а поэтому мне пришлось еще и заново игру перепройти до вот этого момента, чтобы продолжить, собственно, запись прохождения. И как бы все моменты сводятся к тому, что пока никакого решения этой проблемы нет. И, в принципе, если все их советы мне не помогут, а они мне, в принципе, уже все не помогли, кроме как бы физического хард-ресета через кнопки, я его еще не пробовал. Вот, но если и он мне не поможет, то, в принципе, там уже как бы мне уже предлагают варианты там гарантийного обслуживания, то есть мне надо отправлять, будет шлем. Я надеюсь, мне дадут как бы, ну, на замену, пока с этим разбираются. Как бы очень, конечно, хотелось, чтобы мне какой-то... То есть вообще, чтобы это забрали, а мне дали новый, с которым все хорошо, это вообще было бы прекрасно. Вот. Но я не могу сказать, что с этим что-то плохо, это просто какой-то странный глюкий баг, причем явно не массовый. Если бы он был массовый из-за обновления, уже весь интернет был с жалобами. А так нет, так есть вот я, и за 2 недели до меня обратился еще один парень. По его скриншотам я так понял, откуда-то Китай, Япония, что-то там такое, на иероглифах. Вот, и, в принципе, мы вот 2 таких страдальца на все сотни тысяч пользователей квеста 3, я так понимаю. Вот, ну, короче, к сожалению, это произошло как-то так. Что я буду делать дальше? Ну, я как минимум попробую допройти точно резик. Мне не хочется отправлять, если как бы не будет без моментальной замены мне на другое устройство, то мне, конечно, не очень хочется отправлять куда-то шлем, заниматься гарантией, пока как минимум мы не допрошли эти игры. Вот, конечно, это все будет зависеть от того, насколько безопасно это все будет им пользоваться так для меня. Ну, в принципе, как бы в гостиной это уже нормально, терпимо. Вот я играю, пишу для вас и сам играю. Вроде бы все хорошо. Есть, конечно, определенные риски, но не такие, чтобы очень большие. Вот. А вот по поводу Half-Life, я не знаю, писать в моей маленькой комнате, это, конечно, блин, чревато. Мне там надо будет ногами прям постоянно ловить, тереться об свой диван, чтобы знать точно, где я нахожусь, потому что там чуть шаг влево, шаг вправо, резкий взмах рукой, и ты либо повредишь
свою руку. А вот смотрите момент, игра меня здесь жестко обманула. Потому что я сначала сбил палку, чтобы, собственно, колодец закрылся, и наша драгоценность не упала в это там, говномесиво и не было грязным и дешевым. Я это сделал, но потом случайно каким-то, образом я открыл назад этот колодец, и закрыть его уже не смог. Это, вообще на самом деле был такой довольно очень неприятный момент, бред. И из-за этого я эту драгоценность продам намного дешевле. Нас игра тупо взяла и обманула. Вот, обидно, досадно, но ладно. Вот. И, короче, вот, есть риск, играя в Half-Life, вот, просто в своей комнате с вот этой системой безопасности. Во-первых, решетки будут повсюду. Ну ладно, решетки можно не включать, можно оставить зону безопасности, круг просто под ногами. Так сказать, для движения без перемещений. Вот, я немножко там... Я тут пытался залезть, вы там немножко мою комнату увидели, я пытался залезть на стульчик и закрыть как-то эту крышку. Но ни хера у меня не получилось, потому что там уже руки мои даже в потолок упирались. Вот, поэтому, как бы, часы мы достали в якить говёней жижи. Вот, и для этого продадим, по-моему, всего за 1000. Ну да ладно. Невелика беда. Вот, собственно. Резик мы точно, я думаю, пройдем. А вот с Half-Life есть вопросы, потому что, ну реально, в моей маленькой комнате, вот там, чуть я не туда отойду, я резко взмахну своими руками, или я втрамбую в стену, втрамбую в шкаф, или, не дай бог, втрамбую в экраны. Вот, мониторов. Поэтому Half-Life под вопросом. Вот. Я хотелось бы, конечно, и его как минимум допройти. Я бы такой, чтобы эпизод 1, эпизод 2 допройти. Вообще не хочу никуда отправлять шлем. У меня есть небольшая надежда, что он после следующего обновления что-то расчехлится. Вот. Но, конечно, уповать на это тоже такое. Потому а вдруг не расчехлится, да? Как бы, чем раньше я этим займусь, тем как бы лучше. Короче, блин, как-то так. И я уже... Вот, как бы, послушайте меня в начале серии, дальше я, в принципе, замолкаю, дальше я комментировать не особо нечего, я вам все, что хотел сказать, рассказал, а просто сидеть, озвучивать свое же видео какими-то комментариями, это немножко тупо, глупо, и то есть, что, приятного вам просмотра моего дальнейшего, так сказать, немого кино, слава богу, звуки игры есть, и все такое, вот, в следующей серии уже будет звук. Я записал 2 серии подряд, слава богу, я увидел, что в первой нету голоса, перезагрузил шлем, вторую записал, во второй голос есть. Все хорошо, все нормально. Дальше все уже будет с моим голосом. Вот, ну что, я вас оставляю. Наслаждайтесь. По указанию лорда Садлера я удерживаю агента в заключении живым. Зачем оставлять его в живых? Не могу до конца понять намерения лорда. Я бы, однако, подумал, что он будет держать их отдельно, а не заключать вместе, как было приказано. Я не думаю, что Луис доверится незнакомцу, но если по счастливой случайности они будут сотрудничать, ситуация может усложниться. Если по какой-то причине в этом замешана неизвестная третья сторона, я не думаю, что они упустят такой шанс. Но, возможно, это все уловка лорда Садлера оставить нас уязвимыми, чтобы эта третья сторона появилась, если она вообще существует. Это маловероятно, но если бродяга уже среди нас, то наши планы могут быть разрушены. Думаю, Господь считает, что стоит рискнуть, если нам удастся остановить заговор. В любом случае, это решение Господа. Мы, как прежде, доверимся его суждению.
Hay un rumor, hay un extranjero entre nosotros. Nuestro jefe se cuidará de la rata. Si la plaga es mucho mejor que la nuestra. Tienes razón. You carry the same blood as us, it seems. Nevertheless, you're an outsider. Just remember, if you become unpleasant to our eyes, you'll face severe consequences. What? Same blood. Leon, I've been able to get some new info that might help you. Fill me in. Apparently, there's a religious cult group involved. They're called the Los Illuminados. Los Illuminados. That's a mouthful. Anyway, I had an unexpected run-in with the big cheese of this village. But you're okay, right? Yeah, but he could have killed me, but he let me live. And he mentioned something about me carrying the same blood as them. Whatever that means. Carry the same blood. Huh. Interesting. Anyway, there are more important things than solving riddles right now. You're right. Hurry and find that church, Leon. ¡Un forastero!
¡Os voy a romper a pedazos!
¡Un forastero! ¡Basta, hijo de puta! ¡Os voy a romper a pedazos! ¡Detrás de ti, imbécil! ¡Detrás de ti!
got something that might interest you. Got a selection of good things on sale, stranger. What are you buying? What are you selling? Is that all, stranger? Thank you. Thank you. Welcome. What are you selling? Is that all, stranger? Ah, I'll buy it at a high price. Thank you. Thank you. Come back anytime. What are you buying? What are you buying? Is that all, stranger? Thank you. What are you selling? Ah, I'll buy it at a... Is that all? Thank you.
Так, и на этом мы будем завершать нашу серию. Надеюсь, вам понравилось мое полунемое кино. Еще раз сорян за это, но как бы это не моя вина, не моя оплошность. Вот просто так бывает. Возможно, это чисто мой квест такой, и его реально стоит поменять по гарантии. Возможно, но это просто какой-то баг программного обеспечения, который периодически меня будет преследовать. Я надеюсь, что это будет не так часто. Вот. Поэтому на этом мы будем завершать. Надеюсь, вам понравилось. Хоть и полунемое, но кино. Вот. И если это так, ставим лайки, подписываемся на канал. А если есть какие-то вопросы или просто желание пообщаться, пишите свои комментарии, я постараюсь вам ответить. Жду вас в своих следующих видео. Всем удачи, всем пока.